Здравствуйте, друзья! В этом обзоре рассмотрим сразу два умных выключателя Aqara модель E1. Один из них беспроводный, работает от батарейки и является полностью логическим. То есть он ничего не замыкает и размыкает, а просто генерирует события для использования в автоматизациях. Второй проводной и может физически управлять, например, освещением, подавая на него питание, версия без нулевой линии. Отличительной особенностью проводных выключателей Aqara E1 является то, что их можно устанавливать в обычный круглый подрозетник без переделки, хотя есть некоторые моменты, которые нужно знать и учитывать, и о них мы тоже поговорим. А перед тем, как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Производитель Aqara, количество клавиш 1, модель VXKG16LM беспроводный и QBKG38LM проводной без нулевой линии, серия E1, интерфейс ZigBee 3.0. Параметры нагрузки для проводной версии минимум 3 Вт, максимум 1100 Вт. Питание беспроводной, батарейка CR2032. Наружный размер 86 на 86 мм. Глубина 30,15 мм для проводной и 15 мм для беспроводной версии. Параметры окружающей среды от 0 до 40 градусов Цельсия, от 0 до 95% влажности. Приехали выключатели в традиционных для китайских версий белых коробках с синими логотипами. Глобальные версии, я говорю не о этих выключателях, а в целом, обычно поставляются в синих коробках и существенно больших по размерам, если сравнивать с китайскими. Разобраться, где какая версия, если вы, конечно, не знаете китайский, на котором выполнено большинство надписей, можно по характеристикам. Тут есть номер модели, параметры нагрузки для проводного или элемент питания для беспроводного. Даже после того, как коробки открыты, сходу сложно определить, где какой выключатель, хотя самые внимательные заметят ленточку предохранительной пленки для батарейки у устройства справа. Комплект поставки включает в себя сами выключатели, небольшие текстовые описания на китайском и крепеж. Для проводной версии это пара винтов, для беспроводной кусок двустороннего скотча. Одинаковые снаружи и такие разные внутри. Практически всю фронтальную поверхность устройств занимает единственная клавиша. Она окружена тонкой рамкой, расширяющейся внизу. На широкой стороне два светодиода активности, так же как и на двухклавишных версиях, ссылки на обзор которых я оставлю в описании. А вот сзади они совсем не похожи. Беспроводная версия совершенно плоская, и этим она не отличается от других моделей Aqara, например D1 или самой первой без буквы. Задник проводной версии значительно меньше, чем у упомянутых моделей, и за счет этого он может устанавливаться в круглый подрозетник. Есть еще одна модель с таким задником H1EU, ссылка в описании. На этой версии только два разъема для подключения проводов, входящие и исходящие фазы. Нулевая линия не нужна, питание осуществляется за счет подключенной нагрузки, поэтому есть требования к минимальной мощности. Для того, чтобы снять клавишу, нужно поддеть ее снизу, специальных инструментов или отвертки не нужно, все делается просто руками. Очевидно, что сам корпус для одноклавишной и двухклавишной версии одинаков, модели на 3 клавиши в линейке E1 нет. В беспроводной версии под клавишей находится батарейный отсек, закрытый крышкой. Специально для тех, кто сталкивался с хлипкой конструкцией клавиш первой версии Aqara, тут в этом вопросе все в полном порядке, ломаться нечему. Батарейка от разряда при транспортировке защищается предохранительной пленкой, а для того, чтобы снять крышку, ее нужно аккуратно чем-то поддеть, для этого сбоку есть небольшое отверстие. Тут используется самый распространенный элемент питания – литиевая батарейка CR2032. Снимаем пленку и ставим крышку на место. Что касается срока службы, то обычно ее хватает не менее чем на 3 года. Примерим проводную версию к стандартному круглому подрозетнику. Никаких проблем с установкой нет, и даже можно использовать штатные крепежные винты. Но при этом подрозетник должен быть установлен так, чтобы отверстия для крепежа были строго по горизонтали, тогда они совпадут с теми, что на выключателе. Если вы озаботились установкой квадратных подрозетников 86 на 86 мм, то тут все еще проще, так как совпадают не только крепления, но и внешний размер. С внешним размером связан еще один момент. Так как стандарт 86 на 86 немного больше, чем используемые у нас выключатели. Поэтому, если он ставится один, то никаких проблем нет. А если несколько в ряд, то могут быть проблемы с установкой. Перейдем к подключению. Фазовый провод, его легко определить индикаторной отверткой, подключаем к контакту L, а провод, уходящий на нагрузку, на L1. Еще один совет. Если у вас в подрозетниках есть нулевая линия, то берите и соответствующие выключатели с нулем.
Для тестов я снова применил свой стенд из двух квадратных подрозетников. Кто следит за моими обзорами, уже встречали его. На розетку, в которую будет подключаться нагрузка, подается фаза от контакта L1 выключателя. В качестве нагрузки будет использоваться филаментная светодиодная лампа на 7 Вт. Забегая вперед, скажу, что проблем в работе с ней не было, а какие могут быть проблемы, скажу чуть далее. Теперь перейдем к логической части и начнем с Mi Home. Я установил совершенно стандартную версию из Google Play. Регион приложения, это важно, Китай. Для подключения буду использовать шлюз Xiaomi Gateway 3. Оба выключателя нашлись в перечне поддерживаемых и начну я с беспроводного. Для перевода в режим сопряжения, кстати, это правило справедливо для большинства выключателей от разных производителей, нужно удерживать нажатой клавишу, пока не начнут мигать светодиоды. После этого шлюз подхватит и подключит новое устройство. На финальных шагах указываем локацию для размещения выключателя, можем при необходимости поменять ему имя на более понятное, после чего он появится в списке устройств шлюза. С проводной версией алгоритм действий такой же, единственное, что нужно подключить к нему сеть и нагрузку, без этого он работать не будет. На финальных шагах тут на один диалог больше. Предлагается сразу создать какой-то сценарий из числа шаблонных, но к этому шагу всегда можно будет вернуться. В списке теперь оба выключателя. По нажатию на строку выключателя открывается его плагин. В беспроводном на главном окне журнал нажатий, пока он пустой, а у проводного кнопка, переключающая состояние реле. Отсюда можно им управлять. У беспроводной версии в плагине в принципе ничего особенно нужного нет. Кроме журнала, который начал заполняться событиями, в настройках можно проверить статус элемента питания, наличие обновлений, тут же находится опция удаления устройства. У проводного тут побольше опций. Есть таймер, позволяющий задать интервал времени, через который статус реле будет изменен на противоположный. В меню настроек первым бросается в глаза режим памяти состояния, включение которого будет восстанавливать выключателю тот статус, в котором он был перед отключением электроэнергии. Есть режим, позволяющий отключать подсветку клавиш в ночное время, если она будет кому-то мешать, хотя светят диоды совсем не ярко. Функция беспроводного выключателя отвязывает клавишу от реле, ее нажатие больше не будет вызывать его сработку. Это полезно для управления умными светильниками, когда питание на них будет подаваться постоянно, а управление по логическому событию при нажатии. Еще тут можно изменить значок, отображаемый на кнопке выключателя. Еще тут есть режим антимерцания, который поможет убрать мерцание некоторых светодиодных светильников без применения специальных конденсаторов. Кстати, я проверил работу выключателя с конденсаторной сборкой от Lansonha, ссылку оставлю в описании. Она позволяет работать выключателю даже без нагрузки. Перейдем к автоматизации. Раздел «Если» — это событие, инициирующее запуск, триггеры. И беспроводная версия в штатном приложении Mi Home умеет создавать лишь события одиночного клика. Кстати, двухклавишная тоже, а для получения дополнительных событий, двойного нажатия и удержания, нужно ставить кастомизированный Mi Home сайта copyba.ru. В проводной версии тоже имеется событие одиночного клика, но, кроме него, триггером может служить и изменение состояния реле. А в разделе действий, который тут называется «Затем», есть только проводной выключатель. Это логично, так как беспроводный ничего делать не умеет. Для реле есть три варианта задач – включить, выключить и переключить состояние. На правом слайде классический вариант автоматизации, в котором беспроводный выключатель работает в режиме повторителя, включая и выключая проводной. Таким образом, можно заменить пару проходных выключателей, когда в одном месте провода подключаются напрямую и сверху ставится беспроводная версия, а в другом проводной выключатель в уже стандартном режиме разрыва фазы. Работа выключателей в проходном режиме. Теперь проверим работу в родном приложении Aqara Home. С Mi Home я начал потому, что оно более широко распространено. Тут у меня тоже установлен регион Китай и есть два шлюза – Aqara M2 и камера Aqara J3. Оба подходят, ссылки на обзоры вы найдете в описании. Модели E1 тоже нашлись в списке совместимого оборудования. Подключать я буду на шлюз Aqara M2, просто он физически находится в той же комнате, что и выключатели. Сам процесс сопряжения ничем не отличается от уже рассмотренного в Mi Home. Проблем с подключением никаких не было, все получилось с первого раза. На завершающих шагах подключения можно выбрать даже иконку для приложения, или в виде выключателя, или в виде кнопки. Плагин выглядит красивее, чем в Mi Home. В центре главного окна изображение выключателя вместо скучного журнала. С проводным все так же легко и просто. Удерживаем кнопку, пока не начнет мигать светодиод, и подключаем к выбранному шлюзу.
При желании можно сменить стандартную иконку для выключателя в зависимости от подключенной к нему нагрузки. Итак, оба выключателя добавлены в систему и отображаются в общем списке. Основную часть главного окна плагина проводной версии занимает кнопка управления реле. Никаких принципиальных отличий, я имею в виду функционально, плагины Vocara Home сравнительно с Mi Home не имеют, но разве что оформлены, на мой взгляд, интереснее и красивее. В проводной версии все дополнительные возможности устройства вынесены в отдельное меню настроек, в остальном возможности те же самые. Есть режим памяти состояния. Можно задать время, в которое будет отключаться подсветка светодиода активности. Есть переключение в беспроводный режим, когда клавиша отключается от прямого управления реле. Не забыты режимы антимерцания и быстрого отклика. Если беспроводная версия в автоматизациях ничем не отличается от Mi Home, все то же событие одиночного клика, то в проводной опций намного больше. Кроме уже известных нам одиночного клика включения и выключения реле, тут есть его текущее состояние для использования в качестве условия. Например, обнаружено движение, когда выключено, или движения нет, когда включено, а также события, связанные с перегревом выключателя. В разделе действий, тут он называется «Тогда», те же самые три опции для реле – включить, выключить и переключить состояние. Согласитесь, что придумать что-то дополнительное в этом случае сложно, кроме разве что программного включения режимов памяти состояния и отвязки клавиши от реле. Шлюз M2 у меня подключен в режиме моста к Apple HomeKit, и оба выключателя появились и тут. Беспроводный в виде кнопки, а от проводного только реле, клавиша в смысле логических событий нет. Для беспроводного также доступно только одно нажатие, на которое можно повесить выполнение какого-то действия, в том числе на устройства не из Vocara Home, любыми, которые добавляются в HomeKit. Для проводного доступно только управление реле, включить и выключить, в том числе через голосового помощника, так что можно будет им командовать при помощи Siri. Вот пример создания простой автоматизации в HomeKit, которая по нажатию на клавишу беспроводного будет включать реле проводного выключателя. Для меня удивительно, что тут нет действия переключить состояние. Home Assistant выключатели можно пробросить несколькими методами, рассмотрим наиболее распространенные. Начнем с родной для системы интеграции ZHA. Запускаем режим добавления дочерних устройств и переводим выключатели в режим сопряжения. Подключать можно одновременно несколько устройств. Вот так интеграция увидела оба выключателя. Беспроводная версия хоть и подключилась, но использовать в системе ее не получится. Сенсор событий, который реагирует на нажатие клавиш, тут, к сожалению, не появился. Для проводной версии ситуация немного лучше. Тут, по крайней мере, появилось реле выключателя, которым можно управлять. Но это все. Остальных настроек, как и сенсора событий нажатия на клавишу, тут тоже нет. Следующей будет интеграция, которую я сам использую в своей рабочей конфигурации ZigBee to MQTT. Лично мне, хотя это мое субъективное мнение, она нравится больше всего. После запуска режима добавления новых устройств ZigBee to MQTT переводим выключатели в режим сопряжения, можно одновременно. Оба устройства поддерживаются официально на уровне системы, никаких дополнительных действий вроде написания и подключения внешних конвертеров предпринимать не надо. Начнем с беспроводной версии. Питание от батарейки автоматически означает, что она является конечным устройством, иначе батарейки придется менять очень часто. Вот так выглядит страница экспозиции. Пустые значения в параметрах уровня заряда и вольтажа элемента питания обновятся через какое-то время, это нормально. Главное это Action, именно сюда будут попадать события нажатия на клавишу. Это скрин через несколько часов, тут уже появились данные по батарейке. Еще тут есть режим работы Fast Multi. В первом должно распознаваться только одиночное нажатие, но очень быстро. На другом медленнее, но все варианты. Но с этим режимом, по крайней мере на дату тестирования, видимо не все в порядке, так как по факту он не работает. При активации Fast можно получить и Single, и Double двойное нажатие, и Hold, удерживание примерно в течение 3-4 секунд. Все эти события можно получить в любом из режимов. Проводная версия тоже является конечным устройством, хотя и имеет стационарное питание. Это тоже нормально для выключателей без нулевой линии. Роутерами являются версии с нулем. Страница экспозиции тут имеет множество опций. Управление реле, режим памяти состояния, сенсор события нажатия на клавишу, внутренняя температура устройства. Есть переключатель светодиода. Он может подсвечивать либо когда реле включено, либо наоборот, когда выключено. Есть возможность отвязать клавишу от реле и выбрать один из режимов – антимерцание или быстрый. В качестве логического выключателя устройство может отдавать два события – одиночного и двойного нажатия. Хочу еще добавить, что режим отвязки клавиши от реле лично мне встречался только у Vocara.
При использовании с умными светильниками он незаменим. Не останется без внимания и возможность работы через SLS-шлюз. У меня установлена тестовая версия прошивки от 19 сентября 2022 года. На момент видео она еще не вышла в продуктив. В более ранних версиях беспроводная модель выключателя не поддерживается. А все прошивки, начиная с этой, уже корректно понимают и поддерживают беспроводную версию на одну клавишу. Это видно по номеру конвертера, который используется для работы с устройством. Здесь 226. А для проводной версии 71, то есть он добавлен уже достаточно давно. Аналогично ZigBee to MQTT тут поддерживаются все три типа нажатий, 1 и 2 раза, а также удерживание. Очередной раз моя благодарность адресуется автору прошивок шлюза Григорию за оперативное добавление устройств. Вот так он выглядит в Home Assistant. Данные по уровню заряда, как и в ZigBee to MQTT, обновятся с задержкой и появятся через несколько часов. Для проводной версии есть два типа нажатия, тут отсутствует удержание, и соответственно два варианта состояния реле, включено или выключено. Отдельно на вкладке опций тут находится меню, позволяющее управлять привязкой физического нажатия на клавишу и управление реле. Как я и сказал, очень важная и удобная особенность выключателей Aqara. Так же, как и в ZigBee to MQTT, SLS-шлюз взаимодействует с Home Assistant через MQTT сервер. Если какой-то опции изначально не хватает, как, например, батарейки в беспроводной версии, то она появится после первого обновления данных. Это особенность работы шлюза. Подведем итоги. К достоинствам выключателей серии Aqara E1, я имею в виду проводные модели, можно отнести возможность установки в стандартный круглый подрозетник. У беспроводной версии, если сравнивать с D1 и самой первой, отличие это ZigBee 3.0 и дизайн однотипный с проводными моделями. Важно помнить несколько моментов. Наружный размер таких выключателей 86 на 86 мм, что усложняет установку их в один ряд при стандартном расположении круглых подрозетников. Проводная версия без нуля имеет требования к минимальной нагрузке и в некоторых случаях, когда ее не хватает, может уходить в офлайн. Для избежания этого можно использовать балластный конденсатор, ссылку на проверенный вариант вы найдете в описании. Для версии с нулем ни конденсатор, ни нагрузка не нужны. Если у вас есть нулевая линия в месте установки, всегда выбирайте и выключатель с нулем. Если сравнивать с модельной линейкой Aqara D1 и самой первой, то ключевыми отличиями являются круглые подрозетники ZigBee 3.0. Кроме этого, у D1 есть проводные выключатели на 3 клавиши. Если говорить о выключателях H1EU, отличие тут в блоке клавиш. Его конструкцию можно увидеть в моем обзоре. У H1 он снимается полностью и позволяет использовать специальные рамки для установки таких выключателей в один ряд. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры и уроки, подписывайтесь на мой канал. Вы можете поддержать развитие канала, став его спонсором, либо оформить подписку на сервисе Patreon, или сделав небольшой донат на Buy Me Coffee. Также я веду телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройство умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео размещены ссылки, по которым можно заказать любой выключатель из этой серии, а также на другие мои видео по данной теме, на сервисы для материальной поддержки и мой телеграм-канал. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!